Сегодня 25 января 2026 года. Всем привет с легендарного одесского привоза. По курсу доллара и евро сегодня доллар 43 гривны 43,50 и евро 50 гривен 40 копеек 51,30. В Одессе сегодня непонятная погода, то ли снег, то ли дождь. Везде мокро, везде грязь. Но это не останавливает одесситов от того, чтобы в воскресенье, в выходной сделать базар на привозе. А смотрите, какую вкуснейшую брынзу можно купить на нашем одесском привозе. Вот даже со специями и с перчиком. А почему такая брынза? 450 на данный момент. Но идет весна, будет падать цена. Ага, весной даже будет дешевле. 450 гривен килограмм. Но посмотрите, какая красота. Это есть фета, которая с коровьего молока, а есть брынза, которая с овечьего. Ага, то брынза. Да, а брынзочка это идет чуть солонее, а фета идет нежная, малосольная. Ага, это малосольная фета. А эта брынзочка почем? Брынзочка тоже. Цена Тоже одна. 450 килограмм. Весна начнется, дойка, цены будут падать. Все будет по-другому. Нам надо продержаться сейчас, пока холодно. Вот, слышите, скоро цены будут падать. Это вы намазку делаете сырную, да? Да, А намазка почем? это все с коровьего молока и моцарелла с коровьего молока. Ага. 91 штучка, 121 штучка. Белая классика, укроп, базилик и помидор. Смотрите, Помидор можете- и базилик идет с чесночком. Это идет без чеснока. Ага, спасибо. А такая брынзочка почем? Молодая? Брынзочка 400. 400 гривен. А вот Тарутинский район, Бессарабская вкусная брынза. Да, спасибо вам большое. Вино есть, все есть. Вино. А вино почем? Вино 80. По 80 гривен. Бутылочка, да? Или литр? Литр. Литр. Ага, хорошо, спасибо. Как всегда, зимой одесситы голодные на колбасу, сосиски и различные вкусные мясные изделия. Летом с колбаской всегда вкусно, потому что все едят какую-то сушеную рыбку, пьют пиво. Но зимой здесь всегда аншлаг. Солонинка по 350 гривен. Смотрите, какие ребрышки красивые. А ребрышки почем? 280 гривен килограмм. Смотрите, ой, собачка. Собачки тоже приходят в мясной отдел поживиться. Колбаса какая замечательная, вкусная. А колбаска почем? 450 за килограмм. Здесь есть уже и расфасованные сосиски. О, сало. А сало почем? 400 гривен килограмм сала. Вареная колбаска есть, домашняя. Вот такая. А домашняя почем? 420. Вот кровянка есть. Все есть. Посмотрите, какой огромный ассортимент. А почем? 350 гривен килограмм. Сарделечки тоже, вот сосиски. Огромный. А, бастурма. Есть даже бастурма. Конина, говядина по 800 гривен за килограмм. Спасибо вам большое. Вот, смотрите, какой ассортимент колбас. Конина, говядина, баранина. И кролик с фисташкой. Старокиевская. Что хочешь. Вот слышите, сколько всего можно найти на привозе. Почем же сегодня яйца на привозе? Перепелиные по 55, 90 домашние. Наши одесские по 75. И вот здесь классно в коробочках показывают, какие желтки. Очень удобно. Вы можете себе подобрать яйца, которые вам больше всего подходят. Кстати, вот смотрите, желтый какой. А здесь вот посветлее. Есть яйца и по 60, и по 8. Можно найти даже по 45 гривен, но они уже более мелкие. И, конечно, по нашей сложившейся традиции мы с вами идем в рыбные ряды. Показать вам, какая сегодня есть рыбка на привозе. Но видите, какой ажиотаж за ней? Целая очередь. Так, толстолоб по 80 гривен, крупнее по 100 гривен, карпики по 200 гривен, судак по 350. Так, меньше толстолоб 50, карасики по 120. Спасибо. Вот такие сазан по 200 гривен, белый амур по 180. Здравствуйте. Говорю, сразу видно, что хорошая рыба, потому что очередь такая, не протолкнуться. Лещ, посмотрите, 100 гривен. Измаил. Филе толстолоба по 250. Вот стейки белого амура по 300.
Судак по 350. Глоська черноморская свежая. А почем глоська? Настя, спасибо. По 350. Посмотрите, какая крупная, красивая глось. Пеленгас по 200. Вот какой красивый карп. Маяки по 180 гривен. Как всегда, рыба вся свежая и очень аппетитно выглядит. А это что, малиновое вино или я ошибаюсь? А виноградное? А, розовое и красное. Я по цвету подумала малиновое вино. Спасибо. Оно теплое, но у него, знаете, вот такая нотка вкусно сладенькая. А, спасибо. А почем бутылочка? Полторашка 75. 75 гривен, 1,5-литровая бутылочка домашнего вкусного вина. А огурчики почем у вас? Огурчики маленькие 150 По килограмм, 150. средние 120 и крупные 100. А, крупные по 100 гривен. Помидорки, капуста. Это же кукурузка какая интересная. А почем кукурузка? 40 гривен 100 грамм. Чесночок маринованный, капуста на голубцы, да? На голубцы, правильно. Так, и сколько, почем капуста? Ржаночка 100 гривен килограмм. 100 гривен килограмм. Шикарно, это не А, тоненькая. Вот смотрите, какая классная капуста. Перчик, яблочки, мидии. Холодно, как раз вместо холодильника у вас тут здесь все. Помидорки. А слимы маринованные в какую цену? маринованные 25-100 грамм. 25 гривен 100 грамм. Вот бурячок по 30, лучок по 30. Все не подморожено. Здесь вот вообще не подморожен товар. Все сохранялось, видно, в тепле. Муцу яблочки по 40, голден по 45. Можно я поснимаю? Спасибо. Да, спасибо. Яблочки по 40. Вот, товар сохранили в классном виде, ничего не замерзло. У вас, кстати, классный товар, у вас ничего не замерзло. Мы просто каждый день новый возим. А, все, поняла. А почем мандарины у вас? 100. По 100 гривен. Гранат, грибочки есть. Вот люди... спасибо. Все люди возят свежие, поэтому ничего не замерзло. Представляете, вот грибочки выращивают в Одесской области, в Нерубайском. Это совсем рядом с Одессой. Даже на привозе сейчас можно найти виноград по 30 гривен и по 40 гривен. Помидорки по 40 гривен, по 80. Так, смотрите, вареные раки. Сегодня живых нету, есть вареные. Ведерочка вот такое большое. Почем? 1000 гривен. 1000 гривен. Смотрите, крупные здесь такие раки. И вот поменьше ведерочка. 500 гривен. Вот такое ведерочко. Полкилограмма. Есть мидии 250 гривен полкилограмма. Есть вот такие свежие в ракушке по 150. И вот такие более крупные по 200. Много сегодня вижу закрытых прилавков есть, потому что не каждый рискует в такую погоду выходить на работу. Холодно и невероятно мокро. Дождь, снег, все вместе, лужи огромные. Несмотря на холода и морозы, есть на привозе витрины, на которых ничего не подморожено, все свежее абсолютно. Вот грушка по 70, какая желтенькая, хурма по 85, апельсин пишут очень сладкий и всего по 50 гривен. Это, кстати, хорошая цена. Грейпфруты по 80, лимоны по 100, мандаринки по 80, апельсины по 85. Смотрите, какие помидорки по 80 гривен. И вот такие вот черри по 160. Это брокколи, посмотрите, свежайшая по 130 гривен. Цветная капуста по 65 гривен. Сразу очередь. Хороший товар и сразу за ним очередь. Лук по 25. Капуста пекинская по 30. Лук по 15. Картошка по 20. Рачки черноморские вареные по 160 гривен за 100 грамм есть. И вот такие по 100 гривен за 100 грамм. Как всегда, по нашей же с вами традиции, потрем тете Соне носик на удачу. Ну и не только носик. Селедка по 180 за килограммчик, килька по 150. Матиас селедочка тоже по 180. Салака по 100 гривен. Есть маринованный толстолоб по 325 гривен. Хамса по 220 гривен. Пряная рыбка по 150. Смотрите, какой ассортимент всего.
На привозе есть замечательное место с заморозкой, и здесь можно найти просто что хочешь. Маслята по 170 гривен, белый гриб по 615 гривен и по 610 гривен замороженный. Смотрите, какой красивый. Кукуруза по 88. Вот смотрите, шпинат по 88. Рис с овощами. Что хочешь есть. Перчик по 120 гривен. Брокколи по 110 гривен, ежевика по 170, даже облепиха есть по 170, брусника 240, клюква 340. Потрясающе. Я просто часто сюда прихожу, если мне нужна заморозка, то именно здесь беру. Черника 465, клубника по 130 и вишня в этом году подорожала по 310. На привозе можно дойти даже лобстера по 1800 за килограмм. Кстати, а на базарах обычно в Одессе больше людей как-то с утра. Но вот на привозе я когда приезжаю, то почему-то после 12 только начинают люди сходиться. Либо я в такие дни попадаю, либо вот как-то так получается. Видите, не все работают, не все хотят сейчас мерзнуть. И некоторые рискуют своим товаром. Но сейчас нет, потому что нет мороза. А когда сильный мороз, то люди рискуют своим товаром, потому что действительно он очень и очень быстро замерзает. А вот магазинчик на привозе, который я очень люблю, в котором можно найти практически все. Начиная от оливкового масла, заканчивая вкусными сухофруктами. Смотрите, изюм, курага. Здесь цены, вот курага мельче 280, более кислая, более крупная 450, по 300 гривен. Изюм по 300, по 280, по 200, по 400, по 180 есть. Цены абсолютно разные. Смотрите, есть сушеные бананы по 250. Есть ананасы по 300, есть манго по 400. Вот такие королевские финики по 520 гривен. Есть чернослив по 200. И еще, кстати, вот выгодно покупать в таких упаковках фисташки. Кстати, это очень вкусные конфеты по 250 за килограмм. Здесь есть инжир, есть кокос, есть вишня. Кстати, есть сушеные здесь хурма и инжир. Хурма 800 килограмм, инжир 400 и 450. Можно купить финики в коробочках. Я как раз вот такие вот буду брать за 120 гривен. Они без сахарного сиропа. То есть это считается самые полезные. Здесь сразу много посетителей, потому что реально можно найти все. И кофе, и оливковое масло, и конфеты, и орехи. Все, что пожелаете. Есть здесь и халва различная. Вот смотрите, коробочки с сухофруктами и с орешками по 200 гривен. Я беру вот такие финики. Кстати, они в супермаркетах дороже. По-моему, даже около на 50 гривен. Дороже на 40. А здесь на привозе за 120 гривен можно купить. А Белов очень приятный парень и угостил меня такими замечательными вкусными конфетами. Кстати, конфеты действительно очень-очень вкусные, я их уже пробовала, поэтому если вы хотите такие же, то можете прийти сюда их и купить. Вон они там на витрине есть. Вот так сегодня шумно живет привоз. Люди есть, продавцы есть, покупатели есть. Поэтому если вы сомневаетесь, ехать вам за покупками или не ехать, то обязательно ехать, все работает, и как всегда, на привозе можно найти все. Я желаю всем хорошего дня, хорошего настроения, и до встречи в следующем видео из Одессы.